Добрый день, братцы и сестрицы, господа. Сегодня очередь на русском языке. Поэтому сегодня я вам расскажу несколько вещей. Посмотрим там, как получится. Данные зрива, как я уже в предыдущем зриве говорил, на хорватском языке, они больше для того, чтобы я привык говорить в камеру без подготовки. И посмотрим, что получится. Некоторые из вас вчера под хорватским зривом писали, что вы бы хотели услышать, о чем я там говорил, но на русском языке. Дело в том, что я на настоящий момент занимаюсь писанием статьи о славянах на тему славянской идентичности на территории северо-западной Хорватии, прежде всего в источниках XVI века. И что для меня лично очень интересно, что тут происходило. Очень интересно, что на территории современной Хорватии была многослойность идентичностей. В принципе, это не характеристика только Хорватии, но и многих других местностей. Да, но я упоминал то, что хорватская историография до сих пор не очень занимается этой темой, поэтому мне кажется, что то, что я делаю, будет чем-то хорошим, полезным для нашей историографии, потому что откроет, или если не откроет, то усилит общение на эту тему. В прошлом это была очень напряженная тема, а это потому, что особенно в XIX веке развились такие теории, и в политике это было тоже очень актуально, что хорваты — это только чаковцы, а штоковцы и кайковцы к этому не относятся. Те из вас, кто не знают, Хорватия состоит из 3 таких групп языка, можно так сказать, или хорватское языкознание это называют хорватскими наречиями, диалектами. Это чаковский, это штоковский и это мой кайковский, естественно. Все эти 3 диалекта или языка довольно отличаются друг от друга. Допустим, примерно в такой же степени, как отличается украинский от русского и белорусский от русского. Но это на настоящий момент все считается одним языком и даже одной идентичностью, хотя в прошлом это было отнюдь не так. В Средневековье в таком узком смысле хорватская идентичность находилась более-менее в окрестностях Адриатического моря, то есть на берегу моря. На территории современной северо-западной, то есть Кайковской Хорватии, находилось другое княжество, которое зафиксировано в самых ранних исторических источниках как Regnum inter Saum et Draum, то есть королевство или княжество между реками Савой и Дравой. Это было первое название, но, как кажется, там довольно долго задержалась просто славянская идентичность, то есть не какая-то там специфичная, ни сербская, ни, не знаю, болгарская, ни польская, ни русская, а просто славянская. И тут что интересно, что эти кайковские славяне — это еще одна из тех групп, которая придерживалась именно этого, или которая хранила у себя то старое, можем так сказать, общеславянское имя, название. То же самое мы, например, наблюдаем у славянцев, современных славянцев, у словаков. Отчасти было это и у палапских славян, вернее, у польских словинцев, если кому-то они известны, и также у новгородских славян. Чтобы я слишком глубоко в эту тему не уходил. И я в статье, которую пишу в своей аспирантуре, как раз занимаюсь этим пространством между реками Савой и Дравой и исследую вопрос того, как эти люди, которые на этом пространстве жили, воспринимали сами себя, то есть какая у них была самобытность, кем они себя считали, как они себя называли, как называли свой язык, себя. И еще я в том зриве на хорватском языке говорил о том, что у некоторых людей тот факт, что кто-то занимается этой темой, воспринимается очень так, как говорится, в штыки, так же говорится, да? Что сразу в этом видят какой-нибудь сепаратизм, хотя я вообще не об этом, я историк, хочу с объективной точки зрения заниматься этим вопросом, и вот и все.
То есть ничего тут особо сложного нет. Но я понимаю и тех людей, которые так считают, что когда занимаемся какими-то другими идентичностями в рамках Хорватии, я понимаю, почему они считают, что это может быть опасно, а это как раз потому, что исторически это и было опасно. Исторически со стороны некоторых сербов, допустим, словенцев, венгров, конечно, утверждала, что кайковцам не место в Хорватии, потому что они что-то отдельное, и что Хорватия не имеет права на то. Поэтому хорватские историки того времени, 19 века прежде всего, как раз приложили очень много усилий к тому, чтобы доказать исторические связи этой территории с Хорватией. Они однозначно были, конечно, да. Но эта история так занимались, когда эти вопросы могли очень сильно повлиять на то, какая будет в будущем карта этой местности, Хорватии. Может быть, кто-то думает, что я вру, потому что смотрю влево, вверх. Это лишь потому, что там у меня сзади или спереди карта Хорватии. И мне самому этот вопрос самобытности на территории Хорватии очень интересен. И я никогда его не воспринимал в таком смысле, что он как-то настроен против хорватства, да? А наоборот, мне кажется, что надо заняться всеми этими вопросами. Это полезно и хорошо знать свою историю, а не на все клеить то видение мира, какое образовалось в 20 веке или которое на настоящий момент актуальное. В конце концов, все эти сведения можно и чисто практически использовать в туристические цели, допустим, и в целях межславянских связей. Но более-менее об этом я говорил. Это вообще отдельная тема, что есть многие люди или круги людей, которые почему-то считают, что славянство и хорватство в данном случае это две противоположные вещи. Так же, как есть люди, которые считают, что быть русским и славянином это противоположно. Есть люди, которые считают быть украинцем или быть славянином это противоположное. Или быть сербом или славянином противоположное. Но на самом деле нет. Все это часть одного, так сказать. Ну, это была такая попытка говорить без того, чтобы как-то особенно готовиться к сценарию, без того, чтобы как-то особенно готовиться к съемкам, а просто так, что я могу свободно поговорить с вами. Вы мне, пожалуйста, расскажите, напишите, вам такой формат вообще нравится, заходит или нет, потому что я лично, да, мне хочется почаще снимать, мне хочется почаще выкладывать, но, естественно, когда я говорю свободно, я могу некоторых вещей не помнить. Мне не хватает немножко практики говорения на камеру. Поэтому, когда я смотрю прям сюда, в объектив, я могу некоторые вещи не вспомнить или просто забыть. Хотя на самом деле есть много что, о чем хотелось бы рассказать. Есть еще такая тема. Недавно говорили у нас в беседе в Телеграме. Говорили о том, что хотелось бы услышать что-то на тему этимологии названия славяне. Тоже вот я на настоящий момент немножко занят делами в жизни, особенно в академической жизни. Некоторые из вас знают, что я на настоящий момент учусь в аспирантуре. И я занят, собственно, этим как раз. И проблема вот в чем. Я бы хотел записывать видео, которые немножко более, так скажем, профессиональные, где я могу подготовить и сценарий, и написать все, что надо, как надо и так далее, со всеми фактами подготовиться. Но это, конечно, требует времени, которого у меня на настоящий момент нет. Но, с другой стороны, также хотелось бы, чтобы не было так, что у меня следующая зрива появится через полгода только. Все-таки хочется почаще, хочется и с вами почаще видеться. И пока буду пробовать так экспериментировать, говорить просто на разных славянских языках на камеру. Это в то же самое время будет для меня хорошая практика, чтобы мои славянские языки улучшались. И если для вас такая информация ценна, и вам интересно мнение кого-то, кто
ко всем славянам относятся действительно как к братьям, то я буду только рад, если будете смотреть и комментировать, и писать ваши мнения. И в этом зриве хочется особенно еще раз поблагодарить тем, кто нас поддерживает на Патреоне. А также хочу сказать всем тем, кто смотрит до сих пор, что мы в Патреоне будем все переорганизовывать. И хотелось бы узнать у вас, есть ли у вас какие-то желания, чтобы вы хотели видеть, получить за определенные деньги. Те, кто не знает, в Патреоне есть такие, как называются они по-русски. На английском это tier. Ну, в общем, заходите на Patreon, смотрите там, сколько денег можно отправить, и взамен получаете какую-то награду, так сказать. Можете, например, видеть зрива за 3 дня до выпуска в YouTube. Можете, например, получить открытку. Ну, короче, на каждом уровне можете получить что-то новое. И мне интересно, есть ли у вас какие-то идеи, что вы бы как зрители хотели получить от канала, от вещальника «Деяния славян»? Так, на сегодня попрактиковались. Надеюсь, что я говорил понятно и что не потратил очень много вашего времени. Но эта практика на сегодня закончилась. Чтобы мне в будущем было легче, если вы хотите такой формат, то есть без подготовки, я попрошу вас писать вопросы по славянству внизу в комментариях, на которые я бы мог поговорить в следующий раз. И так и мне будет легче, а и вам интереснее, собственно. И на этом с вами прощаюсь, господа. Пока-пока.